Всем привет! Вы на канале Польза.нет, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне, и у вас может быть дежавю. Это iQOO Neo 10 Pro, потому что Neo 10 мы уже обозревали буквально пару дней назад. Это, разумеется, 5G. Напоминаю, что уже у нас была прожарка этого устройства на Польза стримы, мы гоняли его в играх. Еще будет, скорее всего, обзор одним кадром, но не факт, потому что, по большому счету, он от Neo 10, по идее, ничем не отличается. Но если вы смотрели обзор на Neo 10, вы увидите как минимум разницу в видеосъемке. Во всяком случае, я в этом уверен. Если говорить про этот аппарат, он может снимать 4К 60 FPS не только на основу, но и на ультраширик. То есть ты можешь спокойно переключаться во время съемки. Фронталка здесь довольно скромная, но 144 Гц экрана, топовый медиатековский процессор, который выбивает 2,5 миллиона баллов плюс в попугаях, плоский экран, быстрая зарядка на 120 Вт, разумеется, инфракрасный порт, разумеется, стерео. И по идее это должно быть цвет, блеск, красота. Плюс мы еще можем здесь так же, как во всех iQOO, кастомизировать левый и правый канал. То есть если у нас здесь перекос, а здесь легкий перекос по стерео. Все работает мега шустро. Очень удобный сканер отпечатков пальцев, который находится довольно высоко. И в целом, главное, 3-й, 7-й бенд есть, 20-го нет. Вроде бы все в порядке. Сравню я его с Xiaomi 14T, так же как и Neo 10 по съемке. Я думаю, вам будет тоже полезно это увидеть. Периодически я жарю устройства на канале Польза стримы. Мы там их тестируем в играх и в синтетике обсуждаем. Это K80 Pro. Сегодня, скорее всего, буду жарить Neo 10 Pro. Интересный вариант, но все зависит от ценника. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в упаковке, выполненной в черном цвете, с названием и краткими характеристиками модели. В целом, как и Neo 10. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый обыкновенный чехол, краткое руководство, блок питания на 120 Вт с китайской вилкой и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Слот прорезиненный на 2 сим-карты, карту памяти запихать сюда нельзя. Весит смартфон 207 граммов, а габариты 163 на 75 на 8,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме, перейдем же к обзору. Приобрести данный девайс можно в черной и белой расцветке, а также в белой с оранжевой вставкой с одной из сторон тыльной части. Дизайн такой же, как у Neo 10, блок камер прямоугольный с закругленными краями. Грани прямые, но тыльная часть имеет закругленные края. Собран смартфон хорошо, рама по-прежнему пластиковая, да и заявленной защиты от влаги и пыли нет. И в этот раз я его топить не буду, я Neo 10 топил, все то же самое. Его топить нельзя, 99,9 периоде. На корпусе расположили стандартно кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, ИК-порт и динамик. Люфт у кнопок, кстати, минимальный. Мини-джека под наушники не завезли, это уже неудивительно, наверное, нечего его ждать вообще в смартфонах. Стерео неполноценный, перекос по громкости заметный, но его можно регулировать, но от этого страдает общая громкость динамиков. Функций для персонализации звука маловато, как и у всех айкушек, и кастомного эквалайзера здесь, как и у всех, нету. Надеюсь, они с чем-то, с какой-то обновой все-таки завезут их. Линейный вибромотор по оси X тактильно приятный и настраиваемый, плюс есть поддержка 4D вибраций для игр. Летим дальше. Смарт оснащен тем же AMOLED LTPO 8T дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1260 пикселей и частотой обновления экрана максимум 144 Гц, но в системе с включенным автоматическим режимом показывает от 1 до 120 Гц. 144 Гц доступны только в китайских приложениях либо в бенчмарках. То есть, проще говоря, они вам вообще не нужны, и вы их нигде не увидите. Соотношение сторон 20 к 9, соотношение экрана к корпусу 94,17%, экран плоский, рамки не громадные, как и подбородок, но он есть. Плотность пикселей субфлагманская 452 ppi, пиковая яркость по моим замерам Радексом 1500 люксов, на 100% яркости 1300 люксов. При измерении прибором ТК на 100% яркости экран выдает 1200 люксов, а в пике 1500. Есть поддержка HDR10+, полноценный Always On дисплей на борту, разумеется, и функция шим-затемнения 4320 Гц. Показатели шима при измерении прибором ТК поднимаются до 30%, что очень даже хороший результат. Сенсорный отклик отличный как в играх, так и в повседневном использовании, но при нагрузках тач слегка залипает. Экран спокойно откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи
помощи ультразвукового 3D-сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, функция распознавания лиц и стандартными способами. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца 5 раз можно, что не радует. Но плюс за то, что можно завести данные двух лиц. Это хорошо. И, к слову, сканер отпечатков пальцев находится довольно высоко, это удобно, но отрабатывает он не супер быстро. И он сам по себе не особо большой. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 9420 с техпроцессом 3 нанометра с 8 ядрами и максимальной частотой 4,626 ГГц. Графический процессор Mali G925 Immortals MP12. И для улучшения игрового процесса установлен чип Q2. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память типа UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Интерфейс Origin OS 5 на базе Android 15 версии, Google сервиса на борту, как и русский перевод. Но оповещение необходимо настраивать, что уже привычно. Далее. По связи смартфон имеет поддержку Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей и ниже. Для 4G сети Band 7 и 3 на борту, а вот 20 отсутствует. Датчик приближения работает корректно. Повторяю, что важно еще не только то, что отсутствует 20 Band, но и агрегация частот, она здесь все-таки китайская. И если говорить про процессор, особое внимание обратите, пусть реклама рекламой, сравнению испарительной камеры. То есть охлаждение здесь максимально скромное, в разы хуже, чем у некоторых других смартфонов. Запись разговора есть и без уведомления о начале записи собеседника, разумеется, это же китайская версия. В глобалке эту функцию, скорее всего, вырежут, но не факт, и не факт, что будет глобалка в принципе. Bluetooth в версии 5.4, NFC смартфон поддерживает, и MirPay встает без проблем. GPS двухчастотный, тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, но работает GPS в этой модели хуже, чем в Neo 10. Далее, емкость аккумулятора 6100 мАч, в PC-марке смартфон выдал довольно скромные 8 часов 11 минут, получилось у меня с 4-го раза его прогнать, это он не виноват, но нужно ловить 20%. Work Performance 15000, смарт поддерживает быструю зарядку на 120 Вт, но беспроводной зарядки и беспроводной реверсивной здесь нет. Но есть обходная зарядка, то есть можете играть, заряжая смартфон, минуя аккумулятор. От этого аккумулятор не погибает. Заряжается от 0 до сотки за 35 минут. За час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi у меня уходит в среднем 3-4% заряда, в играх уходит в среднем от 15 до 20% заряда, но он себя ведет в играх, мягко скажем, не волшебно. Посмотрите мой YouTube канал «Польза стримы», там мы гоняли его в играх, и все было не волшебно, мягко скажем. Переходим к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими результатами. 632 гипса максимум, в среднем 413 гипсов и минимум 354 гипса на 100 потоках при 60 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 2620, мультикоре 7960 и в GPU тесте 20621. 3D Mark Steel Nomad Stress Test устойчивость 38%, Wildlife Stress Test 79%, SolarBuy Stress Test 43%. То есть все очень нехорошо. Вантуту выдал результат в 2 миллиона 403 тысячи попугаев, меньше 2 миллионов при 3 прогонах на канале для стримов. Можете посмотреть, мы 3 раза его гоняли, он не показывал. Storage тест показал не лучший для этого типа памяти 189 тысяч, но это, скажем так, с головой, что вам надо. Стресс-тест прошел смартфон, результаты вы видите на экране. Переходим к камерам. Основной сенсор здесь Sony IMX921 на 50 мегапикселей с оптостабом, апертурой 1.9 и максимальным доступным разрешением для видеосъемки 8К 30 FPS, также есть 4К 60 FPS и ниже. Хочу отметить, что 4К 120 FPS здесь отсутствует. Сверхширокоугольный сенсор лучше, чем в Neo 10, а именно Samsung S5 KG-N1 на 50 мегапикселей с апертурой 2.0 и углом обзора в 119 градусов и цифровой стабилизацией. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в круглом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 30 FPS. Neo 10 я сравнивал со смартфоном Xiaomi 14T, и Neo 10 Pro я тоже решил с этим смартфоном сравнить. Разумеется, хоть и сенсоры одинаковые, помимо сверхширика, но процессоры разные, и изображение слегка другое. Вкратце, iQOO ночью снимает лучше, у него лучше работа со светом и детализация выше. Фронтальный сенсор ночью с недостаточным освещением лучше у Xiaomi 14T, днем же лично мне больше нравится изображение с iQOO. По цветам 14T заметно перекручивает, в отличие от Neo 10. В любом случае, короткие примеры и сравнения вы сейчас увидите. 4К 60 FPS, HDR отключен на смартфоне Xiaomi 14T, а на Neo 10 Pro включен, опять же, обычный режим усиления голоса, но Xiaomi 14T может переходить на ультраширик, и вот эта основа с максимальным иксом в X10, у Xiaomi это X6, и у Xiaomi, конечно, не смотрибельно вообще никак. У iQOO все очень даже круто выглядит.
Надеюсь, что я перекрикиваю музыку, потому что мне опять могут прилететь что-нибудь, может. 4К 60 FPS против 4К 30 FPS на ультраширике. И сейчас мы еще попробуем 4К 30 FPS против 4К 30 FPS на ультраширике. 4К 30 FPS против 4К 30 FPS на ультраширике. И это iQOO против Xiaomi. Напоминаю, что автопостройка частоты кадров отключена. Основные модули вот так выглядят будут. То есть видите, как основной сенсор насколько лучше снимает. У iQOO тем более. 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. И это тот случай, когда вполне возможно 1080p 30 FPS лучше. Но опять же решать вам, вот в движении. И опять же слушайте, как работают микрофоны, какие лучше, какие хуже. Рано или поздно народ, который продает смартфоны, поймет, что все смотрят этого коня. Ну не все, но десятки тысяч человек эти примеры. И мне кажется, коня демонтируют. В общем, 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Вот так вы сможете снимать с этого смартфона. Насколько эффектно и эффективно, разумеется, решать вам. Первый раз, кстати, подойду к молильным свечам. Их, я так понимаю, просто здесь берешь. Вообще просто. Я первый раз заморачиваюсь. И кладешь куда-то там денежку. Вот в этот ящик. И вот так вы примерно сможете снимать. Напоминаю, что примеры фотографий, не знаю, сотни двух смартфонов одинаковых вот этого коня можете посмотреть в телеге моей личной. Ну и в целом, мне кажется, уже все понятно за эти 55 секунд, точнее тотал за минуту, потому что есть еще возможность, видите, на iQOO делать ультраширик. Напоминаю, статичный ультраширик 4К 60 FPS и 4К 30 FPS. То есть если вы поставите какой-нибудь штатив, то это будет выглядеть примерно вот так. Основа. Переключение вы сами видели. И X2. Тоже переключение у Xiaomi какое-то рваное по мне. Вообще они прошивками, мне кажется, наоборот убивают. У меня Poco F3 чуть не погиб вообще. Такой тормознутый стал на хайпере. Может быть, в этом идея. Ну, в общем, такая себе идея. И немного ультраширика на пляже. А, кстати, мое любимое освещение мое. Вот оно, основа, ультраширик и основа. И X2. Пусть сенсоры поднапрягутся. И значок Макдональдса, если еще кто-то помнит, в X2. Тоже 4К 30 FPS против 1080p 30 FPS. Вот так на фронталку сможете себя снимать ночью на пляже. Если кто-то будет ночью на пляже на фронталке. Тоже 6 часов утра, 4К 60 FPS, рассвет. И перед тем, как я пойду спать, сегодня, наверное, будет обзор прожарка на Neo 10 Pro. Смотрите на пользу стрима, а может и не будет. Вот так примерно вы сможете снимать ночью на эти два смартфона. И напоминаю, что iQOO может, в отличие от Xiaomi, переходить на основу. Но здесь по мне iQOO прям ушатывает его, может быть нет. Вот 4К 30 FPS. И в 4К 30 FPS еще более заметно, хотя опять же фризы у всех смартфонах присутствуют. Пусть небольшие, но в iQOO почему-то их сейчас больше продвижения. И да, в 4К 30 FPS, хотя iQOO вытягивает прям очень много объектов, которые не видит Xiaomi, колбасит его намного серьезнее. Извините за мой французский. Стабилизация не фонтан, по мне. Все, всем спокойной ночи. Что, дневные ультраширики 4К 60 FPS на iQOO и 4К 30 FPS на Xiaomi. И вот так примерно вы сможете снимать эти два смартфона волшебных. Смотрим, как у них с автофокусами. Все хорошо. Переходим на основу. X2.
яблоку у 14T и у iQOO. И X4 у iQOO днем похуже будет, будем честны. Вот так. Фронталка, динамические диапазоны там и там. Вот мне, кстати, безумно не нравится, как Xiaomi в сравнении, когда с тем же iQOO, хотя у iQOO не все волшебно с разрешением, снимает. И у обоих динамический диапазон печальный. Так, ну и 4К 60 FPS, если снимать всякие там цветочки, еще что-то по цветам, ну, вроде бы все попадает. Может быть, Xiaomi чуть-чуть выкручивает желтый, чуть-чуть. Но опять же, это слегка. Вот так против солнца. И вот так мы прозумируем. Максимум X6, X6. Ну что, 4К 60 FPS, прям лютейший ветер. Плюс вы можете наблюдать воду, дерево и еще много всяких прелестей. Насколько хорошо снимают данные смартфоны, вы сейчас видите. Очень сильно красит небо Xiaomi. То есть официально небо правильное на iQOO. Вот так. И, ну, я не знаю, в каком месте, когда мне говорят, ты пиаришь Xiaomi. Нет, в этом-то и смысл, что я показываю разницу. И чаще, несмотря, допустим, на разрешение какого-нибудь iQOO на фронталке, несмотря на какие-то ограничения в съемке по разрешению, я делаю выводы, что вот для себя, опять же, согласно своих тестов, что iQOO очень много где выигрывает. Вот сейчас то же самое. Зачем мне это красивое небо у Xiaomi, если оно такое, как на iQOO? И заодно вы, кстати, видите, как стабилизация отрабатывает. Напоминаю, что у iQOO можно еще уйти на ультраширик. Вот ультраширик уже похожий по цветам на Xiaomi получается, а основа цвета чуть-чуть гасит и делает их более реалистичными. О, здесь вообще непонятно что. Почему? Потому что ни один из смартфонов четко зеленый не передает. Но ближе iQOO. Ближе iQOO, притом я даже не понимаю, он чуть-чуть осветляет. Да, iQOO чуть-чуть осветляет это дело. Но в целом вот так. И в принципе там водичка и все остальное вы увидите в обзоре одним кадром. Надо еще сделать, кстати, обзор одним кадром на iQOO Neo 10. Вот. А на 10 Pro напоминаю, что у нас еще была прожарка, которую вы, возможно, уже видели. И фронталка также. Я понимаю, что по идее надо было бы делать в одном обзоре с одной стороны. С другой стороны, я повторяю, что процессор может очень сильно влиять даже на качество съемки, на алгоритмы и на все остальное. И плюс вы не забывайте, что и сами айкушники, они тоже, ну, скажу, житейское такое, не пальцем деланные. Они точно не будут продавать то же самое чуть-чуть дороже просто из-за процессора. Это также с Poco F6 Pro, допустим, и F6. Хотя я прошки не люблю. И в этом случае тоже считаю, что альтернатив у прошки очень много. Но вот так вы сможете... Вот как у Xiaomi, как будто мультик он снимает, а не меня. То есть какая-то пластилиновая все. Мне кажется, и перезагоняется. У iQOO не все хорошо со стабилизацией, мне не нравится. Ну что, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, и вот так на два смартфона вы можете себя снимать. Насколько эффектно и эффективно решать вам, но опять же, наверное, на iQOO я еще какие-нибудь дневные съемки сделаю, но немного. Все сразу видно, мне не нравится, что происходит с балансом белого у Xiaomi, но опять же это на экране, там уже будет видно. И снова два ультраширика. Ну да, ультраширик Xiaomi ругаем, но вы поняли. 4К 60 FPS, как говорят, разницы нет, разница есть между 10 Pro и 10 десятка. Ультраширик, основа, X2, X3, X5, X10. Внимательно, если кому интересна камера, посмотрите, на что способен был Neo 10.
И потом посмотрите, на что способен Neo 10 Pro. К слову, я хочу отметить, что вот это вот дело благополучным образом я еще буду, разумеется, тестировать обзором одним кадром. И усиление голоса здесь пока отключено. Сейчас оно включено, на фронталку, разумеется, не перейти. Фронталка, к сожалению, такая же позорная, как и в Neo 10. Это 1080p 30 fps. Но по качеству есть ощущение, что она лучше. Может быть, я не прав. Потом можно будет посмотреть. И съемка с одной руки. Основа. 4К 60 fps. X2. Ультраширик. X1. Ультраширик. И основа. Неплохо снимает. Но, конечно, при недостаточном освещении волшебной съемку не назвать. 4К 60 FPS с одной руки съемка. Притом хочу отметить, что в сравнении я не скажу, что IQ проиграл. По мне IQ вообще везде выиграл. Но, если видите, без сравнения, кажется, что он ничего не очень хорошо снимает. У него нет дружбы с вот такими противными источниками освещения. Но у кого, как говорится, эта дружба есть. И значок Макдональдса, допустим, X2, X5, X10, X2, X1 и ультраширик. Жаль, на фронталку не перейти. Кстати, какая будет разница в 4К 30 FPS? Основа был ультраширик, и тоже на фронталку нельзя перейти. Основа, ультраширик, 1080p 60 FPS, X10. У меня попытка X10 1080p 30. И вот с 1080p 30 FPS можно перейти. Почему? Правильно, потому что у нас фронталка в 1080p 30 FPS снимает. Хотя и снимает довольно-таки прилично. Опять же, мое субъективное мнение в сравнении с 14T. И ультраширик, смотрите, сейчас полнолуние, X1, X2, максимум зумирую X10. X1 Pro в формате у меня на канале. Два основных модуля 4К, точнее 4К 60 FPS, основной модуль, съемка с одной руки. Вот так вы сможете снимать, если, опять же, вас это дело будет устраивать. Ветер очень сильный, микрофон прямо у рта. Напоминаю, что 550 тысяч раз я снимал уже в этом месте. Ладно, я утрирую, но больше сотни раз. И ночью, иногда еще и днем. Так что смотрите, как что справляется. Мне, в принципе, картинка нравится. То есть она меня, мягко скажем, устраивает. Допустим, мы уйдем на ультраширик. Здесь, конечно, все ночью совсем печально. Но, опять же, кого-то также для какого-нибудь кропа на 3 секунды устроит так же. И еще раз основа, разумеется, никогда. Так, это X чуть-чуть больше, чем X1. Наеду, и так ни в коем случае делать, разумеется, нельзя. X1 всегда две руки на руле, все внимание на поездку, на дорогу и без остаточных явлений обязательно в шлеме. Разумеется, чтобы вы слышали что-то, я сейчас без шлема и смартфон прям у рта. Все, наверное, заканчиваю, потому что здесь уже у нас много в 3 часа ночи подвыпивших. В моей личной телеге вы можете найти исходники этих фотографий, в принципе, сравнить сами, так как моя оценка — это моя оценка. Для примера, смотрите, допустим, у нас это IQ фронталка, которая должна быть просто хламом по сравнению с фронталкой того же Xiaomi 14T. Мы смотрим, насколько лучше или хуже детализация у одного или второго сенсора. Мягко скажем, IQ, по мне, даже в этой ситуации ушатывает по полной программе Xiaomi 14T. Притом Xiaomi 14T ушатывают все, даже IQ Neo 10. Хотя по большому счету так и должно быть. Сенсор-то одинаковый, там только ультраширики у нас разные. Вот у нас ультраширики, давайте сравним. Потому что с основными модулями не так интересно. Что вам больше нравится? Правильно, здесь хоть какие-то детали видны у IQ, а у Xiaomi вообще все печально. И если говорить про основной модуль, здесь можно посмотреть на работу со светом. И то, и другое устройство, мягко скажем, не справилось. То есть в этом моменте мы победителя выявить не можем. Можем сказать, что у Xiaomi чуть-чуть лучше с, наверное, источниками, чем у IQ, но не намного лучше. Если говорить про, допустим, работу с цветом,
самого камня. Вы можете посмотреть видео. Видео ближе, наверное, все-таки вот этот цвет. Но опять же, здесь у нас детали, видите, у Xiaomi намного понятнее, что это за ткань, какого она цвета. Да, по цветам плюс-минус одинаково, но в основном модуле я считаю, что здесь лидер однозначно Xiaomi и по деталям, и по работе со светом, и в целом по впечатлению от этого снимка. Может быть, я не прав, напишите. Хотя он, да, вот здесь рисует, то есть здесь выкручен контраст просто, и если здесь у нас небольшая дымка, там мало детальности, еще что-то, это выглядит хотя бы естественно. Так, ну и ввиду того, что этот смартфон я не буду советовать, я хочу, чтобы вы поняли, до какой степени разница с работой со светом видна вот невооруженным взглядом. Это основной модуль, это 14T. Видите, снимаю, разумеется, мало кто-то будет снимать прям напрямую фонари, но вот фонарь от iQOO и вот фонарь от Xiaomi. Все. Если говорить про ночную фотографию, вот смотрите, это Xiaomi, непонятно мольберт, и в целом без того, чтобы посмотреть, что сделал iQOO, это рассвет. Да, я в 6 утра обычно заканчиваю. iQOO справляется по мне однозначно, бесконечно лучше. Здесь аж, видите, ну непонятно, что вообще Xiaomi сделал. По ночной съемке, ну вот вы эту фотографию выберете, темную, из которой вы просто, у вас здесь нет информации. Или возьмете iQOO светлую, да, дальше уже сможете хоть чем-то танцевать. Ну и, разумеется, опять же, еще одна фотография. Я не буду говорить, смотрите на Макдональдс и движущегося байкера, а я скажу, смотрите вот на эту зелень. Вот это просто черное пятно у Xiaomi. Вот это не черное пятно. Вот такие вот дела. То есть Xiaomi-шка вот в таких сценариях, если чуть-чуть даже не химичить, а просто показать, вот три сложных фотографии. Минусы. Пластиковая рамка. Нет мини-джека, нет 20-го бенда, нет беспроводной зарядки. Хотелось бы 4К для фронталки. Есть перегрев, тач периодически залипает. Опять же, испарительная камера у нас, как правильно на стриме мне подсказали, довольно маленькая. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмировать хотел бы довольно просто. Вот смотрите, по поводу iQOO-шек, я их обычно топлю. Это первый смартфон, который я не топлю, потому что стоит он реально дорого. Дорого он стоит просто из-за процессора. И если выбирать между iQOO Neo 10 и Neo 10 Pro, однозначно я не отдам предпочтение Neo 10 Pro, я его вообще не понимаю. Они даже внешне похожи. Другой вопрос, если вы любите супер-супер мощные процессоры, вы знаете, зачем он вам нужен. Плюс здесь у нас есть обходная зарядка. На данный момент здесь с теплоотведением не все хорошо. Здесь за эти деньги довольно приличная неметаллическая рамка. Здесь за эти деньги нет беспроводной зарядки. За эти деньги здесь нет 4К на фронталке и 120 FPS на основе. Медленный Type-C-шник. Нет защиты от влаги, в итоге возникает вопрос, почему так дорого, какого лешего. Но когда ты смотришь какую-нибудь цену iQOO 13 в глобале, которую они выкатили за 100, наверное, сделают потом скидку до 90, смартфон кажется уже не таким и дорогим. Но от меня девайсу да, только для тех, кто знает, потому что это будут единицы, всем остальным, разумеется, нет. Для тех, кто знает, чего хочет. Я, допустим, не могу представить сценарий использования, в которых мне понадобится именно 4К 60 FPS ультраширика, вот поэтому нужен мне именно этот смартфон. Или не могу представить сценарий использования, в которых я буду играть на нем при использовании их родного триггера и кулера, допустим. Опять же, если это дело использовать, может быть, смысл есть в более мощном устройстве под какие-то игры. Могу это допустить. Ничего волшебного в тестах он не показал. Просто хорошая железка. Если вы выбираете что-то, в эти деньги можно много всего приобрести. Скорее всего, я в январе сделаю даже новый топ 10 смартфонов, потому что уже очень много всего вышло. И я думаю, что вам будет это дело интересно. От меня девайсу, повторяюсь, однозначное да в отрыве от стоимости. Учитывая стоимость, однозначное да Neo 10, а не ему. По съемке паритет с 14T, может быть даже в каких-то моментах 14T, который стоит на 50% дешевле и выигрывает. Напишите, интересны ли вам такие диковинки. Может быть, я еще и оповские смарты куплю. Разумеется, при перепродаже я теряю очень много. Разумеется, здесь будут проблемы, возможно, с оповещениями. Их надо будет настраивать. Всю китайщину вы отсюда не выгоните. 20-го бенда здесь нет. И у вас, возможно, будут проблемы где-то в супер маленьких городах с определенными сотовыми операторами. Смотрите покрытие. Напишите, нравится ли вам кому-нибудь вот такая геометрия. Хотя бы металлическую рамку бы запилили, да? Но не хватает чего-то ему за эту стоимость. Добра и удачи вам, дорогие друзья!